Кофейный мусс всегда желанный десерт на нашем столе. Как приготовить кофейный мусс, я расскажу сегодня. С помощью кофейного мусса можно сделать торт или кушать его как самостоятельное угощение. Форму застелить пергаментом и смазать маслом. Для теста смешать муку, стружку и разрыхлитель. Стружку измельчить в блендере, иначе она будет грубая в тесте. Добавить 1-2 чайные ложки какао. Белки взбить до пиков с сахаром и щепоткой соли. Вмешать желтки в белковую массу. Объединить яичную смесь и мучную. Объединять очень осторожно, чтобы не нарушилась структура пышности белков. Выложить тесто в форму и выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут. Вытащить корж из формы и дать остыть. Взбить 30% сливки до плотных пиков и поставить в холодильник. Белки отделить от желтков, сахар насыпать в сковороду. Добавить в сахар воды столько, чтобы она покрыла сахар. Уварить сахар до сиропообразного состояния. Взбить белки просто в пышную пену. До плотных пиков не обязательно. Воздушность муссу придадут взбитые сливки. А сейчас мы просто приготовим кофейный курс, чтобы смешать его со взбитыми сливками. Именно он придаст вкус нашему муссу. Так как белки у нас без термической обработки, это опасно. Поэтому нам надо заварить их горячим сиропом, так сказать, продезинфицировать. Но при этом белки не должны превратиться в яичницу. Поэтому горячий сахарный сироп надо вливать очень тонкой струйкой в яичную пену. При этом миксер должен работать, взбивая и сразу охлаждая яично-сахарную смесь. Сковороду поставить на маленький огонь и влить нашу яично-сахарную пенку. Нам надо заварить это до загустения с желтками и кофе. Смесь нужно помешивать не переставая, чтобы, не дай бог, ничего не прилипло. То есть мы фактически делаем яично-кофейно-сахарный заварной крем для наших сливок, для мусса. Вот такая красивая пенка яичная у нас получилась. Пачку желатина 11 грамм залить теплой водой и дать желатину разбухнуть. Когда яично-сахарная пенка слегка остынет и будет просто теплой, не горячей, влить туда желатин и хорошо помешать. Для глазури отжать сок 1 лимона. Объединить взбитые сливки и сахарно-яичную заварную пенку. Разделить полученную смесь на 3 части для трехцветного мусса. Одну часть красим соком, полученным при изготовлении ягодной начинки. Ссылка будет в описании рецепта. Добавить столько ягодного сока, чтобы цвет соответствовал вашему желанию. Я брала вишневую начинку для окрашивания. Этот же вкус вишни будет подчеркивать и оттенять вкус мусса в качестве ягодного соуса. Просто слегка полейте кусок торта, когда будете кушать. Красивый бирюзовый тон даст спирулина. Это натуральная водоросль, натуральный краситель. Разведите ее в небольшом количестве воды перед добавлением. Третью часть мы будем окрашивать какао. Также разведите его для начала холодной водой. Добавьте разведенной водой какао в третью часть и хорошенько перемешайте. Полученный цвет будет такой светлый-светлый какао. Вообще все это сделано в пастельных тонах. Выкладывайте в мусс в произвольном хаотичном порядке, чтобы потом на срезе у вас были красивые переходы цветов. Аккуратно сверху разровняйте в мусс. Слегка постучите, чтобы вышел воздух. Затем уберите мусс в холодильник на 5 часов. Для глазури измельчить белый и черный шоколад по одной плитке. Пачка желатина залить теплой водой и дать разбухнуть. Сахар залить водой и довести до состояния густого сиропа. Теплый густой сироп добавить в шоколад. Перемешать. Я беру шоколад с хрустящими вкраплениями. Мне так больше нравится. Заварить крутой кофе. Добавить кофе в глазурь и перемешать. Вылить разбухший желатин в массу. Добавить сгущенку. Все хорошо перемешать. Отрегулировать сладость лимонным соком. Поставить на противень кастрюлю, на нее мусс и сверху полить все нашей глазурью. После того, как глазурь застынет, посыпать сверху какао. Натереть на терке крупную стружку шоколада и обсыпать бока.